Всем привет, меня зовут Роман, и это обзор HP Victus. Вы, как говорится, просили Victus, я достал для вас Victus. Как обычно, все за свой счет. Модельку, чтобы вам было понятно, о чем пойдет речь, 16-E2066UR. Это у нас 5800H и RTX 3060, 16 гигабайт оперативной памяти, ну и SSD в наличии имеется. Симпатичный, синенький цвет, новый логотип, прикольный. Хотя, мне и на Омине логотип нравился, если честно. Правда, странно, что HP отказалась от своего собственного логотипа и теперь, по сути, имеет прям 3 логотипа: HP, Omen и Victus. Из того, что я видел в последнее время. Ладно, цвет синенький, с блестинкой. Вот это у нас прям зеркальце. И здесь прям цвет, конечно, симпатичный. Но хотелось бы посмотреть на него в сером цвете. Написано, что разработан и отдизайнен by HP. Дизайн, ладно, дизайн классический, дизайн приятный, в том числе сзади прям такая щель выхлопная. Давайте сначала посмотрим на разъемы. Здесь у нас 2 USB, Super Speed, и одно вентиляционное отверстие. А с этой стороны ништяков побольше. Картридер, комбинированный разъем, микрофон, наушники, тип C, он же DisplayPort. Здесь DisplayPort в тип C есть. Еще один USB Super Speed, они оба Power Delivery, если что. HDMI и сеть. Вот хлястик сети, ну и, конечно, порт зарядки. Так что довольно приятно. Что ж, давайте смотреть, что внутри. Так-то не очень легкий. И пластмассовый. Внутри у нас камера, подсветка, 2 микрофона, без механической шторки и никаких супер кнопок для ее отключения здесь нет. Так, угол раскрытия не супер большой, но окей. Тачпад вроде как увеличенного размера, если мне глазомер не изменяет, вроде как так оно и есть. Клавиатура довольно приятная, с подсветкой и цифровой блок. На ней есть, что уже немножко плюс. Минусом, конечно, является в том, что он весь из себя супер пластмассовый. На металл, на ощупь немножко похож, но не более того, это пластмассина. Кирпич на 200 ватт, такой мы уже видели. Окей. Кстати, в сети слышал на него жалобы. У нас, понятно, с новым девайсом таких проблем нет, но, как говорится, что птичка на хвосте принесла, то и пересказываю. Давайте посмотрим в камеру и перейдем к разборке. Итак, это у нас Victus и камера ASISTEC. Давайте на себя посмотрим. Фокус, скорость, все в принципе на довольно приемлемом уровне. Себя вы в камере точно узнаете, и качество на самом деле на удовлетворительном уровне. Окей, давайте посмотрим, как будет, если я буду стучать по клавишам. Вот я типа что-то набираю, конечно же я ничего не набираю, как обычно, как-то так. Окей, теперь давайте посмотрим, как будет, если у нас будет шумненько. Турбины на максимум. Завывает. Громкий, кстати. Кстати, шумнее, чем при тесте оси сети сейчас. Или также, наверное, да. Турбины на максимуме. Система охлаждения на максимуме. Можете сами оценить, как работает шумодав и как меня слышно. Потому что я этого пока не знаю. Окей. Переходим к разборке. Что у нас внутри? Батарея на 70 Вт-часов. Вот тут спряталась у нас надпись под наклеечкой. Что-то еще такого интересного. SSD я скрутил на 1 терабайт. Это PM981A от Samsung. И на ней есть радиатор с термопрокладкой. Ну и здесь еще один такой же.
с термопрокладкой, но без SSD внутри. SSD здесь одна. Не самый быстрый SSD-диск, но в целом ничего необычного. Два модуля оперативной памяти на 8 гигабайт, одноранговые. Samsung, окей. Чипы с двух сторон, окей. Где же Wi-Fi? Помогите Даше найти Wi-Fi. Вот спрятан под радиатором система охлаждения, в частности в зоне видеокарты и ее цепи VRM, я так понимаю. И это довольно странное местоположение для Wi-Fi. Он, кстати, съемный. Сейчас мы все это посмотрим, когда я буду демонтировать систему охлаждения. Но это довольно странное для него расположение. Не вижу, есть ли там термопрокладка. И, если честно, вот у меня возникают вопросы, как ему тут живется, не перегревается ли он и что вообще как. К сожалению, проверить я это особо не могу, но если вы владелец такого ноутбука и у вас перегревается Wi-Fi в процессе игр, например, вы напишите в комментариях, потому что есть такая возможность, что вот такое расположение Wi-Fi это немножко ошибки. И на него либо лучше поставить термопрокладку, либо прям не знаю, как решить этот вопрос. Лучше поставить, если ее нет, или наоборот снять, если она есть. Окей, сейчас мы со всем этим разберемся. Но давайте к системе охлаждения, раз уж про нее пошла речь. Маленький радиатор здесь, он действительно небольшой, не прям небольшой. Прям небольшой. Ладно, есть и ладно, на него выходит одна 6-миллиметровая тепловая трубка. Окей. Такое себе на самом-то деле. Две турбины с почему-то смещенными окнами для воздуха. Вот эти вот два окошка находятся прямо напротив турбин. Точнее, прямо напротив вот этих окон для турбин. Но вот почему эти окна смещены, не центрированы по турбине, я вам сказать не могу. Какой сумрачный гений это придумал, но и насколько это эффективно. Выглядит странно. Надеюсь, это инженерно обосновано. Очень на это надеюсь, потому что выглядит странно. Основные радиаторы довольно большие. То есть прям довольно большие. Не супер, правда, толстые, но довольно большие. Две тепловые трубки по 8 мм и через видеокарту, и через процессор на них уходит. Окей. И пластиковая фальшгребеночка. Корпус, кстати, 100% пластмассовый. Изнутри это четко видно. Никакого металла здесь не было. Как максимум металлизированное или фольгированное покрытие, которое создает, скажем так, на ощупь типа металлическую поверхность, и то пока он не нагреется. Так это 100% пластмасса. Окей. Пломбы на системе охлаждения нет. А значит что? Значит, правильно, мы ее сейчас снимем. И посмотрим, что там и как. Система охлаждения стоит у нас на жидких термопрокладках. Прям жидких, прям мягеньких. Не везде, правда, они супер хорошо, как видите, легли. То есть, вот это вот прям вызывает вопросы их контакт. То есть, где-то он есть, а где-то он такой довольно условный был в некоторых местах. То есть, с этим я еще буду разбираться. По отпечатку. Вот здесь у нас отпечаточек хромает. Вот так у нас отпечаточек хромает. Здесь у нас отпечаток не хромает. На проце отпечаток, я бы не сказал, что он идеально, то есть вот можно вот эту зону выделить, но в целом отпечаток и там достаточно хороший. Хотя вот полчпа, конечно, как-то странно накрыто. Не пол, ладно. Процентов 10-20 чпа вот здесь с краю накрыты были плоховато. Это с учетом того, что это жидкие термопрокладки. Может не дожато, может что-нибудь еще. Важный факт. Wi-Fi на систему охлаждения не приходит. Окей. Это у нас Realtek RTL 8852AE. Окей, реалтековский Wi-Fi. Окей. И в целом надо избавляться от этой красоты и наносить все нормально. И тепловая трубка на графические чипы
как и в старшей серии. Кстати, посмотрите наш обзор на старшую серию. На HP Omen. Очень на него похоже, но система охлаждения все-таки чуть-чуть попроще. PCMark 10. 8232 балла. Тест расширенный. Здесь есть такой параметр, как гейминг. Если что. Поэтому со старыми тестами сравнивайте по показателям. Ну и, кстати, к ним. Как ноутбук для всего 9467 баллов. Ну, ребят, 5800H, 16 гигов рамы, SSD RTX 3060 на 95 Вт. Ну, у этого ноутбука не мог быть плохой результат. Productivity тест как ноутбук для текста, Excel и работы в офисе. 8810 баллов. Отличный результат, тоже. Ну, прям не знаю, что могло пойти не так в этом тесте, и ничего, естественно, не так не пошло. Результат окей. Digital Content Creation 9465 баллов. Photo Edition Score не такой большой, как мог бы быть, но все равно 12 тысяч, почти 13 тысяч баллов — это отличный результат. Рендер, визуализация — отличный результат. Опять же, видео традиционно проседаем. Во-первых, мало оперативной памяти. Во-вторых, видеопамяти всего 6 гигабайт. В-третьих, мало места на накопителях. Ну и в-четвертых, в природе существуют и 64-ядерные процессоры. Ну а как бы программа служит для оценки всех рабочих станций. В принципе, для ноутбука результат прекрасный. Гейминг 15728 баллов. Ну, тоже отличный результат. Впрочем, скажем так, синтетику для тестов мы увидим чуть позже. Как ноутбук в целом. В тесте PCMark 10 лучше 74% всех результатов. Хуже, чем у 130-ваттной версии, но результат довольно высокий. Имеется это в виду даже для 95-ваттной модели. Наверное, один из лучших, что мы получали вот для таких систем. 3D Mark Time Spy 8117 баллов. Отличный результат. Для 95-ваттного видика такой, какой должен быть. Port Royal 4673 балла. Тест более тяжелый, ну и как бы результат соответствующий. Тоже неплохо. Вермарк 11369 баллов. Результат, кстати, почти как у Gaming PC 2020 года. FPS можно сказать, что 248, средний. И да, если у вас вдруг есть VR-система, полностью для нее подойдет. Cinebench R23. Рендер бенчмарк, который отражает однопоточную, многопоточную производительность. И эти баллы во многом говорят о том, как компьютер, скажем так, для всего. Ну и результат 1412 баллов в однопотоке, абсолютно стандартный результат для 5800H, и 11760 баллов в многопотоке. Результат, кстати, чуть ниже, чем у других ноутбуков на 5800H, что сыграло, не знаю, перегрева вроде нет. Может быть, чуть сильнее ограничен сам процессор по потреблению в данном ноутбуке, но результат все равно хороший, имейте это в виду. Память на борту. Довольно неплохие результаты по скорости чтения и записи и копирования. L3 кэш тоже работает отлично, но, скажем так, память настроена довольно неплохо. Не самый лучший результат, что я видел по памяти в ноутбуке, но очень хороший. SSD-диск на борту у нас емкостью в 1 терабайт
И результаты более чем неплохие. Можно сказать, что хорошая средняя SSD-шка, что не так часто встречается в ноутбуках. Результат прям нормальный. Ну, конечно, можно быстрее, но окей, имейте это в виду. Нагрузочный тест оси сети, Power Supply тест, идет он уже более 15 минут, и давайте посмотрим на результаты. Процессор 81 градус и частота в 2300 МГц, чуть меньше, чем могло бы быть, но как бы по температуре он точно не упирается. Упирается по ограничению по потреблению, видимо ограничение платформы 35 Вт, ну либо суммарное ограничение по потреблению, потому что еще 34 Ватта жрет интегрированное видео. Ну и как бы это довольно, наверное, тяжело для подсистемы питания, которая в нем есть, потому что видеокарта свои 95 Вт ест полностью. Отличный вариант. Температура у графики тоже отличная, ну, учитывая, что это именно нагрузочный тест предельных показателей. Интегрированная графика 79 градусов, дискретная графика тоже 79 градусов, хотспот, ну, грубо 83 в пике градуса. Отличный результат. Вот прям все хорошо с охлаждением. По тепловизору. Как ни странно, несмотря на то, что турбины, ну и вентиляционные отверстия вроде как находятся под экраном, каким-то чудом им немножко удается задуть в матрицу. И температура довольно высокая у потока, примерно 56 градусов, ну как бы меньше. Ожидалось меньшего, в общем, в этом месте. Ну, я не предполагал, что так расположенные турбины могут дуть в экран. Ну, что есть. И это не очень хорошо. Это не прям критический нюанс, но вот могло бы быть чуть лучше. Наверное, все-таки есть изъян у этого дизайна. На клавиатуре самая горячая точка 53 градуса, и в принципе с температурами по поверхности ноутбука в целом порядок. Просто вот этот вот выдув в матрицу все немножко испортил. Он вроде как дует под нее, но часть потока на матрицу все-таки попадает. И это, увы, плохо. Дота. В доте в целом все хорошо. Как ни странно. Ну, странно было бы, если бы было все плохо с RTX 3060 на борту. Но Dota игра особенная. 126 в среднем. FPS в довольно плотном замесе, со скинами, с высоко поднятой камерой, со всеми делами. То есть в доте у вас проблем не будет. Ну и можно сказать, что встроенный высокогерцовый экран даже в какой-то степени оправдан. CSGO. В самые сложные моменты можно заметить падение, скажем так, производительности примерно до 180 кадров, но в среднем FPS где-то в районе от 200 до 350, местами даже прыгает до 400. Фреймтайм ровный, варов нет, все работает прекрасно. Танки. В худшем случае 126 примерно кадров, что мне удалось увидеть своими глазами. Видик стабильно потребляет 95 Вт. Процессор, правда, немножко, на мой взгляд, горячеват, 86 градусов, но и частота стабильно 4 ГГц. Потребление ограничено 27 ваттами для танков. Контрольный момент. Среднее количество кадров 164-165, и результат хороший. В баллах это 31 083 балла. Ну, окей. Warzone. Без DLSS, все на максималочке. У нас в среднем где-то в районе 112 кадров. Видик стабильно потребляет 95 Вт, с проблесками гениальности до 97. Процессор потребляет до 37 Вт. Та же температура 86-87 градусов и средняя частота в 4 ГГц. Все отлично. Видеокарта 76, ну как бы результаты хорошие. С DLSS у нас в среднем где-то кадров плюс 10, то есть среднее количество FPS в районе 122. Ну и все работает так же прекрасно, как и раньше, только процессор, наверное, греется чуть-чуть сильнее. Посмотрим, как будет в RDR. В среднем 63 кадра по нашему мониторингу. Видик стабильно потребляет свои 95 Вт, процессор в районе 30, температуры в порядке. Хотя процессор догревается до 90 градусов, но и частота не падает ниже 4 ГГц. Результат хороший. Давайте посмотрим, что покажет результат теста. Минимальное количество кадров, можно сказать, 28.
Максимальная 79, средняя 61,5. Хороший результат, вполне себе играбельно. Давайте попробуем включить DLSS и посмотрим, что поменяется. Среднее количество кадров уже в районе 72, результат хороший. Ну и как бы действует программа плюс 10 FPS, либо плюс 15% производительности в RDR. Давайте посмотрим на результаты. Минимальное количество кадров 29, максимальное 90,5, а средняя частота 70. Хороший результат. Давайте попробуем что-нибудь потяжелее, например, Киберпанк. Киберпанк на ультре. Киберпанк на ультре не та игра, которая стоит играть на этом ноутбуке, по крайней мере без DLSS, как у нас сейчас. То есть настройки максимальные, рейтрейсинг включен, и в среднем это неуверенные в себе 30 кадров. Видеокарта потребляет свои там 95-97 ватт, процессор 30, и все отлично. Кроме FPS, конечно. Ладно, давайте попробуем включить DLSS. С DLSS результат у нас становится несколько лучше, но все еще, к сожалению, с рейтрейсингом на максимальных настройках это немножко не играбельно. Неуверенные в себе 37 кадров, но это, скажем так, не тот FPS. Хорошо, настройки высокие, DLSS включен, рейтрейсинг выключен. И здесь уже количество кадров в среднем в районе 83-84 кадров. Хорошие показатели. Ну и, скажем так, все это работает прям как надо. От батареи по-настоящему игровой ноутбук. Настройки все еще высокие, DLSS все еще включен, рейтрейсинг выключен. Но посмотрите на FPS. Мы потеряли примерно 30, ну может быть 35% производительности, но в Киберпанке в среднем 52 кадра. Видеокарта потребляет уже, конечно, не 95 ватт, а 40, а процессор не 35 ватт, а 13, но это все еще игровое решение, даже от батареи. Зачет. Окей, давайте посмотрим, что будет, когда мы подключимся по DisplayPort, что-нибудь изменится или нет, и если включить режим дублирования, с чем у многих ноутбуков бывают проблемы. В Cinebencher 23, разницы особой быть не должно, и ее можно сказать нет. То есть разница укладывается в пределы погрешности. Да, в дубле производительность даже процессора немножко падает, но падает процентов максимум на 5. Не очень заметно, так что как рабочее решение на два экрана, с расширением экранов, с дублированием экранов, с работой только от внешнего дисплея, у него все хорошо. Для только DisplayPort это 1401 балл в однопотоке и 1820 баллов в многопотоке. Результат очень похож на тест родного экрана. В режиме дублирования 1381 балл в однопотоке и 11534 балла в многопотоке. Тоже очень похожий результат на тестирование одного экрана. Окей, игры. Если по DisplayPort в играх уровень производительности, можно сказать, абсолютно такой же, как на родном экране, что четко видно в танках, то при дублировании действует программа минус 15% производительности. Неприятно, если вдруг вам где-то придется демонстрировать, скажем так, на большой экран свою игру на ноутбуке, дублировать все это дело. Имейте в виду, что в контрольном моменте вы можете потерять до 40 кадров в танках, ну и средний FPS отличается на 39 кадров, 162-164 на родном экране, и по DisplayPort результат идентичен. Проблем с производительностью, с лагами никаких нет, фреймтайм ровный, все хорошо. Киберпанк то же самое, те же условия, дисплей отдельно и дублирование на два экрана. Можно сказать сразу, что FPS отличается примерно на 15-20 кадров, но и не в пользу дублирования экранов. Но опять же, по DisplayPort результат такой же, как на родном экране. Все отлично, прям хорошие результаты. И тесты с разной памятью. Crucial такой же, как вы можете купить в магазине, два модуля по 8 гигабайт, абсолютно стандартная, 22, 22, 52, такие же, как штатная память. Вроде как. Kingston JEDEC 202242, и он вроде как сильно лучше, чем штатный. Но, как обычно,
Дьявол кроется в мелочах. Для того, чтобы эта память работала корректно, она должна поддерживаться со стороны BIOS, потому что настройка вторичных таймингов очень часто сильно влияет на производительность. Ну, как на штатной памяти, так и на памяти, устанавливаемой отдельно. Давайте посмотрим, имеет ли смысл ставить быструю память, ну и что будет, если вы просто решите увеличить объем и купите два других модуля со стандартными таймингами. В Cinebench R23 ситуация, можно сказать, не поменяется. По какой-то причине немножко упал сингл-кор, но не сказать, чтобы концептуально может быть и ошибка тестирования, а может быть и действительно в однопотоке не штатная память, не штатные Samsung хуже, чем штатная память. Ну, скажем так, для Samsung, скорее всего, более точно подобраны вторичные тайминги. Ну, а такой настройки для другой памяти нет, что нам отчетливо показывает этот тест. В однопотоке у обычной памяти, которую вы можете купить в магазине, будем называть ее Crucial, потому что это модули Crucial, 1373 балла в однопотоке и 11831 балл в многопотоке. У Kingston 1388 баллов в однопотоке, результат чуть лучше, но в многопотоке 11744 баллов, результат, как ни странно, чуть хуже. Окей, давайте посмотрим на Аиду, что она нам покажет, почему такая ситуация. Ну, четко видно, что Crucial нештатный имеет даже чуть более высокие задержки и чуть менее высокие скорости, чем штатная память. Как я и говорил, она настроена чуть хуже. Kingston работает почти так же, как штатная память. Кардинального смысла в покупке этой памяти, ну, уже можно сказать, что точно нет, но окей, сейчас посмотрим на играх. И начнем мы по традиции с танков. Результат крайне похожий, я бы сказал, что крайне похожий на штатную память. Очень похож. И если результаты есть, то можете оценить его сами. В контрольном моменте лучше себя показывает память Kingston на 2 кадра, но это настолько не принципиально, насколько это возможно. Время кадра ровное, проблем с провалами производительности нет, ну и работает все идентично. Cyberpunk Crucial versus Kingston. Crucial, если что, слева. Настройки высокие, Ray Tracing выключен, DLSS включен. Память Crucial, обычная память в Cyberpunk оказалась даже чуть-чуть быстрее, чем память Kingston. Буквально на 2-4 кадра, но быстрее. Ну и фреймтайм на все-таки чуть-чуть, но ниже. Как ни странно. В общем, замены на Kingston в HP Victus нет никакой смысла в другой памяти, кроме обычной. Желательно купить Samsung, похожий по маркировке на тот, который стоит внутри, если вам нужно нарастить объем, не более того. Итак, тесты видели сами, и давайте немножко сравнений, немножко моих мнений, вот это вот все. Для начала сравним между собой Victus и Omen. Поскольку у нас есть на канале обзор и того, и другого, спойлер, посмотрите наш обзор на Omen, то как бы можно их здесь сравнить. Ну, все-таки и тот, и другой Hewlett-Packard, но из разных серий. Давайте начнем вот с чего. По большому счету, система охлаждения в этих ноутбуках плюс-минус одинаковая. Очень друг на друга похожа. Насколько она прям одинаковая? Вопрос. Но похожа. Поскольку отличаются платы и вот это вот все. Но количество радиаторов совпадает, и сам концепт построения системы охлаждения совпадает. Это и плюс, и минус. Omen все-таки, по идее, более дорогая серия в металлическом корпусе, в Victus пластмасса. Конечно, к металлическим корпусам я отношусь получше, чем к пластику. И в Omen, ну, в более дорогой серии я бы ожидал увидеть лучшее охлаждение. Оно, по сути, такое же. И это плюсик Victus. Что еще? Экраны. Здесь у нас NTCS 100%. В Omen у нас NTCS 72%, но это вопрос комплектации. Чтобы вы понимали, и тут, и там могут быть оба этих экрана. Я так понимаю, они в этой серии ставятся одинаковые. И оба экрана хороши. NTCS 72%, который нам попался в Omen, это sRGB 99 100%. Очень достойный результат. Здесь NTCS 100%. Это по размеру треугольника цветового охвата Adobe RGB, но немножко по-другому смещенного в цветовых зонах.
Если мне память не изменяет, чуть больше красного, чуть меньше синего, что-то такое. Low Blue экран, NTCS 100%, One Love, то есть это хороший дисплей, даже если вы планируете заниматься картинкой в полиграфическом качестве, особенно если его откалибруете. Конечно, крайне странный человек, если занимаетесь полиграфией на экране ноутбука, но такая возможность немножко есть. Поэтому, да, экран это хорошо, причем в обоих ноутбуках. Отличие по клавиатуре, да, здесь есть нумерик, там нет. В остальном между ними можно провести практически знак равенства. Разве что еще видеокарты. Здесь это честные 95 Вт, там это честные 100. Естественно, 100 Вт лучше, чем 95, но, камон, в Киберпанке это 1-2 кадра на настройках High плюс DLSS минус RTX. И, соответственно, не такая большая на самом-то деле разница. 5 Вт, камон. При этом, что с охлаждением нет проблем ни там, ни там. В принципе, для младшей, вроде как, модели очень достойный результат, быть очень похожим на старшую модель. Давайте теперь о минусах и плюсах, потому что есть и минусы. К минусам я традиционно отношу пластмассовый корпус. И да, если он заметно дешевле Омина, то это не минус. Но если вдруг нет, то для Victus это будет минусом. Что еще такого интересного? 95-ваттный видик сам по себе. Честный 95-ваттный видик — это и плюс, и минус. Почему? 95 Вт это не супер много. Для RTX 3060. Но, с другой стороны, честный 95 Вт это не то, чем могут похвастаться все. И сильно будет зависеть от цены. Хороший это вариант или нет с такой видеокартой. Но в целом результат довольно неплохой. Оперативная память, которая хороша, но не очень. Если в Омине замена оперативной памяти не давала ровным счетом ничего, то здесь поменять оперативную память и получить на 5% больше производительности можно. Особенно если вы увеличиваете объем, это имеет смысл. Окей. Какие же еще минусы? Маркий, не очень тихий в режимах игровой нагрузки. Но, камон, игровые ноутбуки в принципе не тихие. Вот сейчас простой он не шумит. Это, небольшой, но плюсик. И давайте о плюсах в целом. Как я и говорил, честные 95 Вт это окей. Это честные 95 Вт. Кроме очевидных факторов типа экрана и всего остального, экран здесь действительно неплохой. Еще одним плюсом будет являться, наверное, тоже видеокарта. Почему? В Омине RTX 3060 100-ваттная, когда вы отключаете зарядку, внезапно показывает всего 30% от своей максимальной производительности. 80 кадров в Киберпанке вот так превращаются в 20 с небольшим. Здесь же 80 кадров превращаются примерно в 60. И да, это достаточно комфортный игровой уровень. И, соответственно, вот такой ноутбук можно точно назвать именно игровым ноутбуком, в том числе от аккумулятора, по-настоящему игровым. И, соответственно, да, за это вот прям плюс. И ноутбук остается игровым от аккумулятора, доступен режим высокой производительности, и все это дело работает. Потому что такая потребность у человека, который приобретает себе именно игровой ноутбук, может возникнуть. И для кого же он? Да, в принципе, для всех. Если вы работаете с графикой, и в принципе 3D дизайн, видео, что угодно, 2M2 NVMe разъема, окей. 2 разъема под оперативную память, и можно туда накинуть 64 гигабайта, если вы особо ценитель таких вещей. 5800H прекрасный процессор для рабочих задач, и охлаждение с ним здесь справляется. Видеокарта на 95 Вт вам помехой не станет. Если вы ищете игровой ноутбук, высокая производительность от батареи, честные 95 Вт от зарядки. Отличный результат на самом-то деле. Вот прям хороший. То есть, да, это не 130-ваттный видик. И если в его бюджет попадают ноутбуки с честными 115 или 130 ваттами, то, нет. Но если нет, и в его конкурентах только 95-100 ваттные видики, то в целом да. Можно рассмотреть конкретно и Victus. Он будет окей. Что еще? Так что, с чем бы вы ни работали,
это, ну, это для вас. Правда, по цене смотрите внимательно, потому что ценник, ну, как бы определяет сейчас, и ноут может стоить очень по-разному. Он может оказаться дороже Омена или наоборот сильно его дешевле, или наоборот со стоимостью с Lenovo Legion, который, ну, для 95-ваттного видика недосягаемая высота. Имейте это в виду, смотрите по цене. Ну что ж, что еще можно такого интересного про него сказать? Да, пожалуй, все. Если я вдруг что-то забыл, вы можете у меня это спросить в нашем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Ну и там на ваши вопросы прям можно будет найти от меня ответ, если особенно на меня сослаться в сообщении. Я найду и отвечу. В комментариях к видео я, конечно, тоже отвечаю. Пишите, но вот телеграм это вот прям там, где я отвечаю. В комментах все-таки буду отвечать чуть пореже. Будете дольше ждать. Мы обнаружили интересный нюанс, что если вдруг подключиться к дисплею или к HDMI и не проконтролировать, с какой частотой развертки, ну или в герцах, сколько это будет, да, как будет работать разъем, то он выставляет 30 Гц. Соответственно, 30 кадров в секунду отправляет на экран. Это как бы жизнь-боль. Поэтому этот параметр лучше проконтролируйте, потому что может быть очень неприятно этим пользоваться. Но когда вы за этим проследите, все будет окей. Ну и по большому счету рекомендую ли я его? Да. Но смотрите на цену. А на этом все. Всем пока. И помните, E2 Buy только лучше.